В Европе называют Путина победителем. Зеленский встречается с королем, а в Германии заявляют, что нельзя плясать под дудку России. Украина получает невероятный пакет военной помощи от Лондона, что известно. Лавров нападает на Зеленского и попадает в международный скандал. Киев требует осуждения за антисемитизм. США давят на Украину. В Вашингтоне ждут либо Зеленского, который должен прийти в себя, либо нового человека. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Лондон и Европа готовы давить Россию и дальше. Накануне в Великобритании прошел саммит по вопросам обороны и безопасности Европы. Заседали 2 часа. Результат известен. Украину не оставят, а России стоит приготовиться. Санкции никто не снимет. Премьер Британии Кир Стармер объявил о предоставлении Украине 1,6 миллиардов фунтов стерлингов. Это около 2 миллиардов долларов на закупку более 5000 ракет к ПВО. Ранее он объявлял еще и о кредите 2,2 миллиарда фунтов стерлингов. В случае мирного соглашения мы продолжим наращивать оборонные возможности Украины, чтобы предотвратить возможное будущее вторжение. В-четвертых, мы пойдем дальше, сформируем коалицию государств, готовых защищать этот мирный договор и гарантировать безопасность. А еще Лондон готов отправить войска в Украину. Об этом уже открыто заявляется. Это четкий план, без всяких догадок в западной прессе. Стармер говорит, есть условия. Произойдет это после заключения некого мира с Россией. Великобритания готова поддержать это солдатами на земле и самолетами в воздухе. Вместе с союзниками Европа должна взять на себя основную ответственность. Но для успеха этой миссии необходима решительная поддержка США. Возмущены такими разговорами о миротворцах в Москве. Лавров говорит, что россиян никто почему-то не спрашивает. Вот сейчас мы про миротворцев, мы готовим столько-то тысяч, мы будем обеспечивать прикрытие с воздуха этих миротворцев. Но это тоже наглость, потому что, во-первых, нас-то никто не спрашивает, а Трамп все понимает. Трамп сказал, что сейчас рано говорить, когда будет урегулирование. Этот вопрос можете обсуждать, но нужно будет согласие сторон. Попал Лавров и в международный скандал. Украина требует осуждения. Глава МИД РФ назвал Зеленского чистым нацистом и предателем еврейского народа. Это была цитата. В МИД Украины призвали Израиль отреагировать. Такие заявления не просто безумны. Они должны быть названы тем, чем они на самом деле являются – антисемитизмом. Мы призываем Израиль и еврейские организации во всем мире осудить неоднократную и возмутительную ложь Лаврова. В Лондоне, кстати, заявили, что Россия не может диктовать условия. Это опять же слова Кира Стармера. Шольц говорил, что требования Москвы о демилитаризации Украины просто неприемлемы. Это также однозначно означает, что российскую точку зрения принять нельзя. Хочу повторить это снова. Цель России всегда заключалась в том, чтобы установить в Украине правительство, которое будет плясать под ее дудку. Это неприемлемо. Украина – это европейская страна, которая решила вступить в ЕС. Это демократическое и суверенное государство. И так должно оставаться. Но вывод все же таков, что с Америкой необходимо продолжать сотрудничать. Стармер вновь встретится с Трампом. А вот сам Трамп написал новый пост в своей сети True Social. Это репост сообщения блогера Майкла Макьюна, с которым американский президент полностью согласен, а значит хочет, чтобы так было. И эти слова по сути обращение к Зеленскому и косвенно к Путину. Итак, Трамп раскрывает свое видение того, каким будет будущее. Зеленскому придется пойти на попятную и принять условия США, считает президент Америки. В посте также говорится, Трамп защищает Украину, не втягивая при этом США в войну, а заключение сделки не даст Путину возможности начать новое вторжение. Трамп гарантирует, что американцы будут вовлечены в горно-добывающую промышленность Украины. Это помешает России начать вторжение, потому что нападение на Украину будет означать угрозу жизни американцев. Нечто такое, что вынудит США отреагировать. Трамп играл с обеими сторонами, как искусный шахматист.
Накануне советники Трампа, республиканцы и госсекретарь США говорили практически об одном и том же: Зеленскому пора одуматься, либо уйти. Акцент часто делался на том, что Украине нужен новый президент. Например, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сказал вот что, цитата: «Что-то должно измениться, либо он должен прийти в себя, вернуться за стол переговоров с благодарностью, либо кто-то другой должен взять на себя инициативу, чтобы это сделать». В Госдепе дали понять, после пятничных разборок в Белом доме с Зеленским никто не контактировал. Мы пытаемся закончить войну. Но войну невозможно закончить, если обе стороны не сядут за стол переговоров, начиная с России. И это то, о чем говорил президент. Мы должны сделать все возможное, чтобы привести их к столу переговоров и хотя бы выяснить, возможно ли это. Я не обещаю, что это возможно. Я не говорю, что вероятность 90%. Но я точно знаю, что она 0%, если мы даже не попробуем. Чем быстрее все здесь повзрослеют и осознают, что это плохая война, которая движется в опасном направлении, с разрушениями, смертями и угрозой эскалации в еще более широкий конфликт, тем быстрее мы сможем добиться хоть какого-то прогресса. В НАТО тем временем заявили, что проекта мирного соглашения для Украины еще нет, но сейчас Европа должна определиться, готова ли она помочь с гарантиями безопасности для Украины. А в Финляндии заговорили о выигрыше и победе Путина не на фронте, а от того, что произошло между Трампом и Зеленским. Это была экстраординарная дипломатия, должен сказать. Или, возможно, провал дипломатии. И в конечном счете в этом обмене мнениями был только один победитель – Владимир Путин. С другой стороны, это стало сигналом к пробуждению. В разговорах, которые у меня были за последние 72 часа, все в основном говорят: давайте двигаться дальше, вернемся на правильный путь, посмотрим, что может сделать дипломатия. Если президент Соединенных Штатов Америки пригласит меня для конструктивного диалога, я представляю интересы страны, которая во многом зависит от поддержки партнеров. Поэтому, конечно, если меня пригласят для конструктивного диалога, для решения реальных проблем, для серьезных вопросов и реальных решительных действий и ответов, я буду. Мы рассчитываем на помощь со стороны Соединенных Штатов Америки, без сомнения. Я думаю, что прекращение такой помощи только поможет Путину. И поэтому я думаю, что Соединенные Штаты и представители цивилизованного мира, лидеры этого мира точно не будут помогать Путину. Еще одно интересное событие, которое активно обсуждается, это встреча Зеленского с королем Великобритании. К нему он отправился на вертолете и был одет так же, как и на встрече с Трампом. И король, судя по всему, не возмущался внешним видом украинского президента, как это сделал американский президент и его помощники. Больше новостей за неделю собраны в плейлист. Если что-то упустили, переходите и смотрите. Спасибо, что досмотрели этот выпуск. Если хотите, чтобы это видео увидело больше людей, расскажите об этом канале своим друзьям. Хотите помочь? Оформите спонсорство или нажмите «Спасибо». Любая поддержка важна. До встречи.